Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, товарищи. Начинаем наше занятие на тему. Как помочь своей печени, чтобы перестать испытывать боли, убрать скрытый источник воспалений и наполнить свою жизнь энергией? Сегодня вы, уважаемые коллеги, слушатели, зрители, узнаете, как очистить организм от токсинов, Безопасно. наполнить тело энергией безопасно, забыть о болях и воспалениях и тяжести и дискомфорте, опять же, безопасно. Сегодня на вебинаре мы выполним с вами два комплекса упражнений. Один из них будет посвящен, первый, направлен на стабилизацию состояния органов, которые находятся в ближайшем окружении печени. Так называемый ближний печеночный круг. Это желудок, двенадцатиперстная кишка, состояние диафрагмы, состояние желчного пузыря, его протоков, поджелудочной железы и селезенки. Второй комплекс, соответственно, будет посвящен и направлен на профилактику лечения заболеваний позвоночника. В какой части? В частности, той системы, которая будет помогать восполнять утраченные или прерывать тенденции к формированию утрачиваемости нервных сигналов, которые у нас нарушаются в процессе тех или иных изменений со стороны нашего главного фильтра. Второй комплекс нам будет с вами помогать предотвратить развитие протрузий, обращаем ваше внимание, и, соответственно, формирование межпозвонковых грыж. Соответственно, это не только профилактика, сегодня тема будет звучать в этом комплексе лечебно-диагностическом, но и даже в том случае, если вы уже являетесь совладельцами таких превратных диагностических состояний, как протрузии и межпозвонковые грыжи, то это, конечно, вы отчасти сможете себе помочь. И вот те тесты, которые перед упражнением мы будем вам предлагать, вы, конечно, в случае их правильного, Татьяна Владимировна подробно остановится, вы убедитесь, как вы сами сможете себе в этой части помочь. Вы узнаете особый рецепт, особый вариант, одну из разновидностей детокс-супа от Жозефины де Багарне, который мягко очищает и восстанавливает печень. Этот рецепт прост, но очень эффективен. Ну, этот бонус ожидает тех, кто досмотрит эфир до конца. Мы, врачи восстановительной медицины, то, что касается нас с женой Татьяной Владимировной, это 6-е поколение. Наша дочерь, терапевт, уже в 7-м поколении. Это наш замечательный руководитель, наш капитан, будем говорить, адмирал всей нашей атомной флотилии, профессор Картавенко Татьяна Владимировна, доктор медицинских наук, практикующий врач, рефлексотерапевт, физиотерапевт. Наша дочь Екатерина, сертифицированный терапевт, нутрициолог. Ну и Виктор ваш Владимирович, покорный слуга. доктор медицинских наук, профессор, практикующий врач с врачебной практикой более даже 48 лет, да, Виктор Владимирович? Я такой уже драхлый уже, весь такой, как мне пишут, дедок, ну ты и даешь. Вот мне пишут в комментариях. Дедок, ну ты и даешь. Пусть пишет. Спасибо, Бабок. Кто мне написал и кто это услышал, сразу обращаюсь. Спасибо, Бабок, за то, что я дедок. Да я на самом деле дедок. Да, работаем в правовом поле Российской Федерации на основании медицинских лицензий и образовательной лицензии, и также всех необходимых разрешительных документов. Кроме этого, уважаемые коллеги, мы ежедневно практикуем в нашей клинике. Мы тот самый разряд врачей, которые говорят, что мы работаем на земле, в буквальном смысле. Практикующие врачи. То есть мы практикующие, ежедневно практикующие врачи. Мы являемся основателями и владельцами своей клиники восстановительной медицины. Вот, посмотрите, пожалуйста, на фотографию, где мы с супругой стоим и смотрим на вас честными, ежедневно практикующими глазами. Еще мы известны как авторы более 1400 технологий мгновенного освобождения от боли. Большинство этих технологий опубликовано на наших социальных сетях, и многие из вас знают, что вы можете зайти, например, на YouTube-канал и ввести в поисковую строку запрос, если вас беспокоит какая-то боль,
то вы наверняка там найдете решение, причем которое работает за минуты, а некоторые решения даже работают за секунды. И решения эти абсолютно безопасные, те, которые можно выполнять своими собственными руками. И, конечно, мы с огромной гордостью каждый раз с огромной гордостью сообщаем вам и напоминаем сами себе, что за нашими спинами, в лучшем смысле этого слова, уже десятки, если не говорить, не сотни тысяч людей, которые уже смогли избавиться от боли, восстановить свое здоровье и, самое главное, снова радоваться жизни, ощущая приливы сил, энергии каждый день. Каждый день. Ну и как мы уже говорили, сегодня на вебинаре мы будем разбирать с вопросами, как позаботиться о печени, нашем самом большом, в смысле объема и размеров и веса органа в организме, который является на самом деле наиважнейшим фильтром нашей организации под названием организм. Чтобы наслаждаться, соответственно, каждым днем с легкостью, радостью и гармонией нашей жизни. Потому что чем здоровее жизнь, как говорил Иван Петрович Павлов, тем увереннее идут ноги по длинной дороге жизни. Возможно, кто-то сейчас подумает из участников нашей встречи, да у меня-то, в общем-то, с печенью все нормально, я ж не пью, там, не злоупотребляю еще чем-то другим, ну, значит, наверное, и проблем нет. Кто так думает? Напишите, Да. пожалуйста. Очень интересно. Что вот, ну, все нормально у меня с печенью, ничего такого, как бы, все хорошо. Хотелось бы в самом начале вам такой вопрос и задать. Как вы оцениваете сами, субъективно, в каком состоянии печень? Все нормально или вот все-таки вопросы есть какие-то? Так, кто-то я пишет, а кто-то я так не думаю. Кто-то говорит, пишет, я надеюсь. Так, вопросы есть, не знаю. Да, кто-то пишет уже диагнозы определенные. Угу. Липоматоз, кисты. Так, жировой гепатоз. Боткина переболел кто-то в детстве. Печень же не болит, поэтому непонятно, да? Давайте разбираться будем. На самом деле печень может страдать у многих людей. Мы здесь намеренно не применяем понятие у всех, да, у многих. Сейчас будем разбираться у многих у кого. И даже у тех, кто совсем не употребляет алкоголь, тоже печень может быть под ударом. Печень может быть перегружена. И, в общем-то, если вы не принимаете горячительные напитки. Ну вот, например, такой вопрос. Принимаете ли вы лекарства? Напишите в чат цифру 1, кто сейчас принимает лекарства. И напишите, пожалуйста, если вы принимаете лекарства, то какие. Я вижу здесь и гормональные, и гипотензивные, и ферменты, и желчегонные, противодиабетические, сосудистые. Ну вот даже исходя из того, что мы с вами видим, это с вами, Татьяна Владимировна, что в чате нам пишут наши зрители и слушатели, конечно, можно сказать о том, что у всех тех людей, которые принимают даже вот такой разряд, если вы чаще, чем 3 раза в неделю используете анальгетики, если вы используете схематическую терапию нестероидных противовоспалительных препаратов, если вы используете ферменты, если вы используете гормоны, если вы используете бета-блокаторы, даже если вы используете статины, имейте, пожалуйста, в виду, что ваша печень находится в состоянии так называемого или фармакологического напряжения. Недаром на сегодняшний день именно лекарственная болезнь входит в топ 4 состояний, которые приводят к летальному исходу. Имейте, пожалуйста, это в виду. Вы все люди взрослые, грамотные, достаточно открыть аннотацию к любому из лекарств и прочесть о побочных эффектах. А напишите, пожалуйста, кто живет в состоянии стресса? Цифру 2. Часто нервничает, возможно. Тяжелые какие-то переживания в жизни на вашу долю, возможно, выпали. Или работа такая, знаете, как говорят, нервная. Или в семье, может быть, не все хорошо. Или кто-то из вас работает ночную смену. Больше, чем 40% календарного времени в течение месяца. Это тоже имеет отношение к печени в части корреляции по стрессовому состоянию. И если вы не предпринимаете
попытки по выходу из этой стрессовой ситуации, по снятию стрессового напряжения, то вы по факту ухудшаете состояние печени. И не так давно вышло наше видео на тему, какой враг печени номер один, что мы считаем как эксперты самым первым и главным врагом печени. Это вот все-таки состояние постоянной стрессовой агрессии в отношении вашего организма. Поэтому вот первое лекарство и лекарственная болезнь, второе стресс, который формирует спазм сосудов, гладкомышечных органов, и это неминуемо сказывается на состоянии печени. А кто любит жирное, жареное, сладкое, напишите, пожалуйста, в чат цифру 3. Вы тоже такими действиями ухудшаете состояние печени. А продукты берете в магазинах? Даже свежий хлеб, в кавычках, колбасы, сыр или йогурт с консервантами или усилителями вкуса? Если да, пишите, пожалуйста, в чат. Только большая просьба, уважаемые коллеги, не входить сейчас в раж социальных вот этих всех, а где нам брать, а что нам делать, а что нам теперь в пещеры возвращаться, кур выращивать. Что делать, мы как раз об этом и будем говорить. Да, что делать. Просто мы хотим собрать вот такую информацию и понять, какое количество и какой объем упражнений, какой объем рекомендаций мы сегодня можем вместе с вами реализовать. Вот то, когда вы без разбора, без то, что называется фильтрации продукты питания покупаете, не читая этикетки, этим вы тоже ухудшаете состояние печени. Сразу, конечно, вы можете этого не замечать, потому что печень, что называется, терпит до последнего. Но со временем накапливается усталость, появляется тяжесть в боку, или в левом, или в правом, или в двух боках одновременно. Все чаще и чаще вы испытываете состояние головных болей различной локализации. Начинается с проблемы кожи, формируются отеки. Именно так и было у одной из наших участниц наших восстановительных программ. Ее зовут Галина Грапу, ей 63 года, она из города Ростов-на-Дону. Галина долгое время не могла понять, что с ней происходит. Утро начиналось вроде бы нормально, но уже к обеду, обращаем ваше внимание, сил не было совсем. Я могла проснуться, умыться, выпить чай и снова лечь, просто потому что не было сил даже сварить обед. Все как было в тумане. Жизнь текла мимо. Галина стала отказываться от поездок, встреч, перестала заниматься флористикой, которую очень любила. Не было ни настроения, ни энергии, как пишет сама госпожа Грапу. К тому же начали болеть поясница, колени, появилась одышка, тяжесть в груди, постоянное чувство тяжести в животе после еды. Думала, пишет Галина, возраст, может сердце, может ЖКТ шалит, пила ферменты, сидела на диетах, исключала продукты, но все равно это не давало эффекта. Позже выяснилось, у нее гепатоз печени, перекрут желчного пузыря. И, как она говорит, когда я узнала, что это из-за печени, я сначала даже не поверила. Не думала, что печень может давать такие симптомы и на психику, и вообще на тело. Все сходилось, и усталость, и сонливость, и тяжести, и боли, и отеки, вялость. Даже настроение постоянно было на нуле. Несколько лет Галина жила буквально на автомате, лекарства, ограничения в еде, старалась не нагружать себя, но болезнь никуда не уходила. Легче становилось только на время, а потом все возвращалось. И снова таблетки, снова ничего нельзя. И я реально подумала, все, лучше уже не будет. Однажды Галина увидела видео нас, академиков Картавенко, в интернете. Сначала просто посмотрела, потом записалась на вебинар. Меня зацепило, что они, то есть мы, Татьяна Владимировна и Виктор Владимирович, говорили про восстановление печени, но не через таблетки, а через внутренние резервы организма. Я подумала, ну, хоть послушаю, а потом поняла, я хочу попробовать. Галина записалась на курс и буквально после первых упражнений ощутила, что в теле что-то сдвинулось. Как будто что-то щелкнуло внутри, стало легче, глаза стали яснее, в голове светлее, бодрость появилась. Даже дочка сказала, мама, ты как будто засияла. С каждой неделей становилось лучше. Прошли боли в правом подреберье, тяжесть в желудке исчезла, больше не нужно было ложиться после завтрака, появились силы
и желание что-то делать. Я стал больше радоваться, планов столько появилось, и то, и то, и то захотелось сделать. Я снова стала заниматься флористикой, пеку хлеб и пирожки на заказ, и энергии все никак не кончается. Сейчас я летаю как на крыльях, а как вспомню, как было, так мне сразу плохо становится. И неизвестно, что бы было, если бы продолжила такое лечение, таблетки, диеты, потому что всегда приходило по одной и той же системе. Становится легче, потом все возвращается, и я снова пью таблетки, и так далее, так далее, и так далее. И страшно подумать, что было бы с моей печенью при таком лечении, ведь гепатоз – серьезная проблема. Лучше бы мне точно не стало. А теперь я снова живу, радуюсь, у меня планы. Как вам такие результаты? Напишите, пожалуйста. Давайте разбираться, почему, когда печень заболевает, что-то в ней нарушается, то страдает весь организм. Все потому, что печень – это наш щит нашего организма. Печень пропускает через себя все – еду, лекарства, токсины и даже наши эмоции, гормоны стресса. Какие задачи выполняет печень? Ну, во-первых, Очищает кровь, фильтрует ее, обеззараживает и выводит из организма токсины. Защищает организм от отравления продуктов распада, продуктов обмена. Перерабатывает токсины, алкоголь, лекарства, химические добавки из еды, бактерии, вирусы. Все проходит именно через печень. Другого барьера, такой мощи, такой силы нету. а еще печень поддерживает иммунитет. Если печень перегружена, организм начинает атаковать сам себя, вызывая воспаление, аллергию, аутоиммунные заболевания. Очищая от вирусов и паразитов, печень сама по себе без помощи начинает ослабевать и не справляется с фильтрацией. Вирусы и паразиты могут жить в теле годами, отравляя нас, людей, через печень, в первую очередь изнутри. Контролирует печень обмен веществ. Если печень перегружена, то вес набирается даже и от правильной еды. Регулирует уровень энергии. Если печень плохо работает, человек чувствует себя уставшим с самого утра. И, уважаемые коллеги, и в связи с этим вот лишний раз мы с Татьяной Владимировной хотим вам напомнить, хотим вас попросить не впадать в иллюзию так называемой новоявленной новой медицины под названием митохондриальная медицина. Лишний раз хотим вам это напомнить, что митохондрии – это суть существования наших клеток, качество работы которой зависит в первую очередь от того, как ведет себя наша с вами печень. Вот просто имейте, пожалуйста, это в виду. Без нормальной работы печени никакие митохондрии полноценно работать не будут. Без нормальной работы печени никакие витамины, коферменты, ферменты, нутриенты работать не будут. И вот эта шапка закидательства по витаминотерапии, по ферментотерапии, по гормонам терапии, на наш взгляд, Татьяна Владимировна, абсолютно бесполезное с той точки зрения, что если печень находится в состоянии упадка, если восстановление очищительных функций печени находится в состоянии депрессии, то, как любит говорить профессор Татьяна Владимировна Картавенко, вы работаете на собственный, унитаз. Еще печень борется с воспалениями. Воспалительные процессы – это вот то, что вам пишут диагнозы, которые заканчиваются на «ит». Знаете, например, да? цистит, артрит, дерматит, фолликулит, неврит. Вот там, где есть суффикс «ит», окончание, то это имейте в виду, это является признаком воспаления. И самое неприятное, когда эти воспаления протекают в скрытой форме. То есть токсическое воздействие на организм оказывается, но когда сдаешь анализы, вроде бы все нормально. А кто-то пишет наоборот. УЗИ делаю, все хорошо, а вот билирубин повышен. То есть бывает и такая ситуация. Но это очень интересный показатель, и если нам время будет позволять, мы можем на этом остановиться, особенно вот на нашем следующем вебинаре, который будет посвящен определенным секретам, которые связаны с печенью. И поэтому, пожалуйста, приходите. Вот еще мы с вами сегодня не попрощались, а мы уже вас приглашаем на следующий вебинар.
Обязательно имейте в виду. Откроем вам важнейшие, на наш взгляд, секреты, которые связаны и с характером печени в части того, как вырабатывается и в каком количестве нам необходима желчь, в каком количестве нам необходима желчь, и как мы должны помогать и печени, и желчеобразованию. Имейте, пожалуйста, это в виду. Чтобы определить, насколько срочно вам нужно обратить внимание на состояние печени, давайте сейчас с вами проведем два теста. Один тест на пластичность и другой тест на тревожность. Эти тесты простые, но при этом они дают четкое понимание, как вообще дело обстоят и с психоэмоциональным состоянием, уровнем тревожности, работой организма в целом и печени в частности. Тест на тревожность – это показатель, такой глубинный показатель, исходя из которого можно вот сразу много выводов сделать о перспективе, которые могут ожидать в самое ближайшее время. Если человек постоянно испытывает тревожность, то это определенная ситуация, которую мы с вами сегодня будем обсуждать. И вот тест, собственно, он субъективный. То есть по 100-бальной шкале нужно определить уровень своей тревожности. То есть тревожный ли вы человек или нет. Поэтому у вас Что-то вас сейчас беспокоит, не беспокоит. Вот какие-то такие сознательные, подсознательные тревоги по 100-бальной шкале, пожалуйста, напишите эти цифры сейчас в чат. И максимально честно в этом смысле отнеситесь сами к себе. Вот максимально, потому что, во-первых, вы видите тот самый случай, когда это анонимно, когда это никем не вывешивается, никем не обсуждается, и даже в нашем случае по отношению к вам, это со стороны нас, Татьяна Владимировна, это не более чем констатация готовности вашего организма в каждом персональном случае к тем или иным сюжетам, к тем или иным сценариям, которые могут с вами происходить. А недаром, обратите внимание, мы анонсировали сегодня именно первый комплекс упражнений как ближнего круга, который связан с состоянием печени. Да, цифры разные. Вот кто-то даже цифру 100 писал, и 80, и 90, и 60, и 40. Низкие цифры – это достаточно редкое явление вот в нашем чате. Следующий тест – тест на пластичность. Пластичность туловища. Насколько наше туловище, насколько наше тело гибкое, потому что от состояния печени, то есть печень напрямую влияет на состояние и состоятельность коллагена, эластина, а это наши связки, суставы, позвоночник, качество межпозвонковых дисков. И если там есть проблемы, то человек начинает просто со временем становиться вот таким фиксированным, как сказать, то есть гибкость тела нарушается, и гораздо сложнее нагнуться, прогнуться, повернуться. Вот все время какие-то ограничения в теле появляются. Поэтому давайте проведем тест на пластичность. Тест на пластичность – это не просто только лишь про гибкость тела. Это еще и про возможность, печени приобретать состояние модальности. Печени перемещаться в той анатомически обусловленной территории, которая, так сказать, ей Господом Богом природой отведена. Вы, наверное, знаете, если кто не знает из вас, мы с удовольствием вам расскажем и напомним, уважаемые коллеги, о том, что у нас есть две системы, которые имеют свое подворье. Свое подворье имеет печень, и свое подворье у нас имеют почки. И обращаем ваше внимание удивительнейшим образом, уважаемые коллеги, обратите внимание, как правая почка контурирует у нас с задней поверхности нашей печени, правая почка, а как левая почка контурирует у нас с началом нисходящего отдела толстого кишечника и, как вы думаете, с какой системой? Совершенно верно. Системой селезенки и поджелудочной железы. Вам это ни на что? Вам ничего это не напоминает? Не напоминает? Вот как раз таки это и напоминает. И должно вас наводить на ту мысль, что как раз таки очень часто так называемое немое поведение печени
но регистрируется такой жалобой, как разлитые боли в левом подреберье. Выполним тест. Что нужно сделать? Ну, кто-то знает этот тест, кто-то еще не знает. Но вот в чем его суть? Нужно, сидя на стуле, наклониться сначала медленно вправо, коснуться пола, причем стопы должны находиться на поверхности пола. Вы не должны ни пятки, ни носки не отрывать от пола. То есть вот в фиксированном состоянии наклониться направо, коснуться пальцами пола. Посчитать до 5 при прикосновенных пальцах. Ну давайте полностью договоримся. Да? Ой, извините, Сначала это сделать извините. справа, потом слева. И зафиксировать. Если есть хоть какой-то малейший дискомфорт в теле, не обязательно в брюшной полости. Это может быть где угодно. Если какой-то дискомфорт есть, то именно о нем написать и зафиксировать, что это за дискомфорт. Давайте выполним тест. Глубоко вдохнули, выдохнули и, задержав дыхание, Задержав дыхание, надо да. это делать. Но сегодня мы делаем Хорошо. так. Да, сегодня. Мгм. Да. Хорошо. Важный момент. Да. Задержать дыхание нужно на 5 секунд. Раз, два, три, 4, 5. Возвращаемся в исходное положение. Восстанавливаем дыхание. Восстанавливаем дыхание. И после восстановленного дыхания делаем то же самое налево. Раз, два, три, 4, 5. Восстанавливаем дыхание. Ну вот кто-то пишет, что до пола даже не удалось достать. Мгм. А кто-то пишет, всю жизнь хореографией занимается, но скованность тела. А вот дело не в хореографии, а в состоянии печени. Вот вам ответ на ваш вопрос. Вот, у кого-то дискомфорт под левым и под правым подреберьем. Напоминаем противопоказания для выполнения упражнений на вебинаре. Обращаем ваше внимание, уважаемые коллеги. Если вы в списке этих противопоказаний не находите текущее свои состояния, не переспрашивайте у нас, можно ли или нельзя ли. Первое упражнение, упражнение без кислородной гимнастики, называется печеночные крючки. Мы выполняем это упражнение на уровне солнечного сплетения, причем руки тесно к телу. Мы готовим третьи пальцы. American finger, understand? My English language. Соединяем вот такие крючки American finger. на уровне солнечного сплетения. Mr. President, happy birthday to you. Виктор Владимирович. I am. What? Да. На уровне солнечного сплетения эти крючки. Вот так вот делаем. Вот, тесно прижимаем к телу. Локоточками обнимаем себя так тесно. Притерли так. Ручки так прижали, тесно к солнечному сплетению. Выдыхаем. Глубоко вдохнули, Виктор Максим. Евгеньевич, старайтесь так, чтобы видно было, что вы делаете, ладно? Так, Все показать, что я делаю? Виктор Владимирович. Я имею в виду... ну да, упражнение. Понял. Всё. Я поняла ваш тест на энергичность. Я его уже оценила. Давайте мы выполним упражнение. Да. Раз, два, 3, 4, 5. А мы не проговорили, что мы выполняем усилия по разрыву этих крючков. Ну, В состоянии не дыша в течение 5 секунд. Ждем, когда вы выполните это упражнение и восстановите дыхание. Кто восстановит дыхание? Цифру 2, пожалуйста. Следующее упражнение – это воздействие на биологически активную точку ХЭГУ справа. Готовим вот таким образом. Правую руку. Это у нас с Виктором Владимировичем правые руки. То есть камера может переворачивать изображение. Готовьте, пожалуйста, правую руку. Подводим большой палец к указательному. Определяем место мышечного бугорка. Вот он. ставим сюда указательный палец. Отводим большой палец, и ваш указательный палец утопает в этой ямке. Воздействуем на эту ямку в течение 90 секунд,
по часовой стрелке по отношению к телу. Поехали? Камон? Мгм. Вот таким образом. Точка Хэгу справа. Мгм. 90 секунд по часовой стрелке. Аккуратненько. Не травмируя кожную поверхность. Мгм. Да, можно опираться о поверхность стола, чтобы было удобно, не обязательно руку держать на весу. Можно это выполнять вот в таком удобном положении. И вот буквально такое ощущение, что вот организм набирается силы, вот наливается силы, энергия возвращается. Прям в процессе выполнения всего этого. Мгм. Так, еще чуть-чуть. И Закончили воздействие. следующее воздействие – это воздействие на точку Сань-Инь-Дзяо, которая находится слева. Ну, можно выполнять такое воздействие в положении сидя. Находим лодыжку, Внутреннюю, внутреннюю левую. лодыжку. И от самой верхушечки левой лодыжки откладываем 3 пальца. И по границе с костной, мышечной, вот на границе между косточкой и мышцей по внутренней поверхности, ставьте свой палец, и вы находите эту точечку. Мгм. И воздействуем на нее в течение 90 секунд по часовой стрелке по отношению к телу. Поехали. Да. 90 секунд. Массажными движениями по часовой стрелке. Так, Виктор Владимирович, не хулиганим. А я не хулиганю. Так, сейчас заставлю тест на энергичность проходить второй раз, Виктор Владимирович. Мгм. «90 секунд по часовой стрелке». Вот как показано на картинке. Любимая точка профессора Орлова. Почему? Ну, потому Ну, вы что, сказали А, говорите потому Б. что, потому что Владимир Иванович Орлов, мой замечательный учитель, показал, что использование этой точки стабилизирует выработку и мужских, и женских половых гормонов, благодаря восстановлению качества печени. Научно доказанный факт. Отмечено в его докторской диссертации. Орлов. Орлов Владимир Иванович, директор Ростовского института акушерства педиатрии. НИАП. НИАП. Ростовчане есть, Все, знают, все, что такое завершили. ростовский НИАП. Мгм. Цифра 4 появилась. Следующая точка воздействия это точка, так называемая номер 1 сосудистой лестницы справа. Как мы определяем местоположение этой точки? Вы берете свой левый указательный палец. Прикладываете К границы лучезапястного сустава. Вот она. У вас граница лучезапястного сустава. Вот, вот. Вот так вот сделали рукой. Вот это граница лучезапястного сустава. Между двух костей, радиальной и локтевой, прижимаете, вот так прижимаете основание указательного пальца ровно между костей. И воздействуйте на это место
90 секунд по часовой стрелке по отношению к телу. Называется сосудистая лестница, первая ступень. Поехали? Поехали. Мгм. По часовой стрелке. На правой руке. Девяносто секунд по часовой стрелке. По-моему, настолько я разжевал и показал, что как не понять, как не уяснить, где это находится. Ну, Точка поясницы. Известно всем, где точка поясницы. Вот от точки поясницы откладываем длину указательного пальца. Вот она, эта точка. Мгм. Так, еще чуть-чуть. закончили воздействие. Следующее упражнение. Упражнение без кислородной гимнастики. Волшебный узел Будды. Мы выполняем на уровне солнечного сплетения. Причем руки в захвате максимально далеко от тела находятся. Давайте посмотрим, как это правильно нужно выполнять. Волшебный узел Будды. Выполняем вот такой захват. Ваш мозг вам покажет, какая у вас рука ведущая, а какая рука у вас ведомая. На уровне солнечного сплетения руки находятся и максимально далеко от туловища. Глубоко вдыхаем, максимально глубоко и резко выдыхаем, и не дыша в течение 5 секунд, пытаемся разорвать волшебный узел Будды. Раз, два, три, четыре, пять. Интересное напряжение групп мышц, вот какое-то необычное. Необычное, да. Особенно после сосудистой лестницы, вот в правой руке ощущения прям отличаются от тех, которые в левой руке, и плечо, и вот как бы формируют мышечное такое напряжение. Воздействие на биологически активную точку Шэньмэнь, которая находится справа. Как определить местоположение этой точки? Вот таким вот образом находите у себя зону перехода кисти в радиальную косточку. Вот здесь прям вот такая вот косточка ощущается достаточно выраженно. И вот первая косточка, которая по дороге к радиальной косточке, вот она косточка, вот она, первая под кистью. Ставим сюда палец, или чем вы воздействуете, и в течение 90 секунд массируем это место. Поехали. Да, можно вот на поверхности стола это делать. Можно боковую камеру? Что-то у нас Там- сегодня мы ее не используем. Там не видно ничего. Ничего симметрично не выполняется. Что симметрично? Пожалуйста, не выдумывайте свои интерпретации. Выполняется только там и так и тогда, как мы объясняем. А что это вообще за партизанские выходки? Галина, что выполняется? Что вам в голову приходит? Что вы выдумываете? Только то делаем, что мы вам показываем. И только один раз. На саму косточку воздействуем. Шэньмэнь косточка называется, божественная дверь. На саму косточку. На саму косточку. Мгм. Надежда, к вам тоже относится этот ответ. Так.
Боже милостивый. На Справа. правой. Справа. Правая рука. Завершили воздействие. Следующая точка воздействия – Нэйгуань, которая находится слева. Уважаемые коллеги, лишний раз обращаемся к вам. Вот особенно к доброхотам, которые там пытаются что-то нам навязать. Слева, справа, симметрично, асимметрично. А вот как она называется, ну как называется, мы скажем. А вот в учебнике так, а вот это так, а вот это так. Понимаете, если вы работаете по учебнику, продолжайте работать по учебнику. Если вы к нам пришли, извините за тональность, слушайте то, что мы вам рекомендуем. Поэтому точка Нэйгуань в данном случае. Точка Нэйгуань, которая находится слева. Как мы ее с вами находим? Вот таким вот образом. Поставьте, вот таким вот образом поставьте свою кисть, согните ее. И самая крайняя вниз складка, вот обращаем ваше внимание, в учебниках так не сказано. Мы же с Татьяной Владимировной работаем именно по этой экспозиции. Самая крайняя, она крайне индивидуальна у каждого из вас. У кого-то одна складочка, у кого-то два браслетика, у кого-то 3 браслетика. Самая крайняя. От нее откладывайте 2 своих пальца. Вниз. 2 своих пальца вниз. И под 3-м пальцем находится это место. Вот под 2 пальцами находится точка Нэйгуань. Слева. Если слово лево вас ни на что не намекает, на левой руке. Угу. Работаем в 90 течение секунд. 90 секунд по часовой стрелке по отношению к телу. Еще раз обращаем ваше внимание. Точки в каждом случае у вас, они крайне индивидуальны. — 90 секунд по часовой стрелке, аккуратно, не травмируя кожную поверхность. Да, можно на поверхности стола вот таким образом опереть руку. То есть, Можно локоть чтобы было удобно. упереть в реберную дугу. Одним словом, найдете для себя Удобное место, да. положение. Так, еще немного. Так, завершили первый комплекс упражнений. Так, и как мы теперь проходим, в какой последовательности? В обратной. Тесты. В обратной Да. последовательности. То есть мы делаем пластичность. Сейчас. Пластичность. Тест на пластичность повторяем. И смотрим, насколько изменились показатели пластичности. Вдохнули, резко выдохнули. И на счет 5 касаемся пола. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся в исходное положение. Восстанавливаем дыхание. Восстанавливаем дыхание. И делаем то же самое, только уже слева. Слева. Это у нас солома, если кто не знает. Виктор Потому Владимирович, что справа вот давайте сено, мы- потому что справа сено, а слева солома. Понимаете, в чем дело? Виктор Владимирович. 1, 2, 3, 4, 5. Так, следующий у нас идет тест по очереди на... Тревожность. Изменились ли показатели тревожности? Оцениваем и сравниваем результаты. И оценка энергичности. Изменились ли эти показатели? Как в целом изменились ваши ощущения? Да, нас интересует сравнительный анализ. Тест 1, тест 2, тест 3. Ну, мы видим, что в большинстве случаев тревожность снижается, энергичность. Увели показатели вот здесь. энергичности. Что? Ну, вот здесь зачитайте просто, чтобы я... Вот эти? Да. Синдеева. Право было 100, стало 100. Лево было 90, стало 100.
то есть это наклоны. Да. Тревожность была 70%, стала 40%. Энергичность была 80%, стала 90%. Ну, вот это показатель, в общем-то, того, что здесь вот респонденту по фамилии Синдеевой надо обратить внимание на состояние сердца, на зубы слева, на верхней, на нижней челюсти, на состояние левой почки, на состояние левого тазобедренного сустава и на состояние толстого кишечника. Ну, вот Виктория пишет о том, что и вправо, и влево легко было на 100%. Энергичность была 70, стала 90, тревожности, собственно, не было. И как бы и сейчас не Ну, наблюдается. замечательно, хорошо. Это показывает на состояние уверенной работы желчно-выделительных протоков и состояние щитовидной железы в лице обеспечения ее кровью. Ну, А хорошо. Надежда вот пишет, что тревожность ушла. Ну, а Замечательно. остальные показатели? Остальные показатели тоже имеют значение. Да, мы видим, многие пишут свои показатели, и в большинстве случаев они таковы, что мы с вами и тревожность побеждаем, и увеличиваем работоспособность, и показатели пластичности. Вот как это все увязано, именно состояние печени с работоспособностью и с тревожностью. Конечно. И более того, это показатель антистрессовости.